Если находиться в интернете достаточно долго, вы обязательно наткнетесь на людей, которые ненавидят какой-то бренд до такой степени, что они готовы заходить на все сайты, на которых постятся новости о ненавистном им бренде, и писать там гадости в комментариях. Есть люди, которым не нравятся смартфоны Apple, есть люди, которые не любят китайские смартфоны, есть ненавистники и у Samsung, также ненавистники есть и у фирмы Sony. Всем привет, с вами Марк, и в этом видео вы узнаете о топ-10 причинах, по которым смартфоны Sony, флагманские в особенности, получают тонны ненависти в свой адрес. Обо всем по порядку, поехали! И начнем с причины номер 1. Экран. Начиная с 2016 года Sony упорно ставит в свои флагманские смартфоны 4К экраны. Зачем 4К в смартфоне? Вот у меня есть телек 65 дюймов 4К. Недавно я на нем пересмотрел с женой «Властелин колец» в Full HD на 65 дюймах и прекрасная картинка. Зачем на 6,5 дюймах 4К? Это действительно справедливый вопрос. И многие люди не разбираются в технологиях настолько, чтобы понять, что при переходе с IPS на OLED все флагманы, не только Sony, потеряли в разрешении. Когда там пишут, что 4К, 2К, на самом деле разрешение ниже, потому что в IPS считается разрешение по 3 точкам, красно-зеленый, зеленый-синий, а в OLED считается по 2 точкам. Поэтому, если вы будете настоящее трехцветное разрешение, вы же в полном цвете смотрите, правильно? Не в черно-белом. Оно ниже в 1,5 раза заявленного на всех смартфонах, не только у Sony. И это добавляет еще комичности ситуации. Как у Sony нет 4К, так и возможно на Samsung или Xiaomi с OLED-экраном, с которого вы смотрите этот видос, нет полноценного заявленного разрешения. Пинать нужно не только Sony, но только Sony получает за это хейт. И справедливо, зачем 4К? Они очень агрессивно настаивают, что это 4К кинематографические экраны. Люди хотят более высокой яркости, и они предпочтут более высокую яркость в любой день высокому разрешению. И это практично. И вторая причина, по которой смартфоны Sony могут получать массу ненависти в 2021 году, это отсутствие адаптивных 120 Гц. Вот на Samsung вы включаете 120 Гц, и они адаптивные. Когда вам не нужно, чтобы экран быстро обновлялся, он просто не обновляется. Залипает картинка 1 Гц. Одно обновление в секунду, и это позволяет вам экономить аккумулятор. Да, у Sony есть классный режим в играх 240 Гц. Такого больше ни у кого, по-моему, нет. Но кому это надо, если об этом никто не знает? И проблема номер 3 – автономность. Я бы никогда не подумал, что мне придется записать автономность в косяки флагманов Sony. И это при таком-то послужном списке, как Xperia Z2, который в свое время наказывал все остальные флагманы по автономности. Xperia XZ1 Compact – это вообще был самым автономным флагманом на рынке. Ни один другой флагман не мог даже близко подобраться к его показателям автономности. И вот после всех этих оптимизаций, стамины, что это такое? Почему здесь обычная автономность, не выдающаяся? И это на фоне таких-то школьников автономности, как Huawei, который, чтобы получить дополнительное время, просто гасит вообще все фоновые процессы, и вы не получаете никаких уведомлений. Это не круто. Почему? Sony, мы ждали большего, чем 5-7 часов экрана. И следующая причина, номер 4, по которой Sony ловит камни в свой огород. Скорость зарядки. Да, Sony кладут зарядное устройство в комплект. Некоторые больше не кладут зарядного устройства в комплект. Но тем не менее, смартфоны конкурентов заряжаются от 0 до сотни за полчаса. Sony за полчаса только половину аккумулятора может зарядить. Если честно, я лично не вижу проблемы в том, чтобы взять с собой Powerbank, когда вам необходимо выйти куда-нибудь надолго, и у вас маленький заряд остался. Я не вижу проблемы. Для меня большей проблемой сидеть у зарядки и ждать, пока смартфон зарядится. Но не все готовы брать с собой Powerbank, потому что он может быть тяжелый и неудобно, я не знаю. И на фоне конкурентов действительно очевидно, что это слив. Конкуренты заряжаются до сотни за полчаса, Sony за полчаса только половина. И причем следующая половина занимает 1,5 часа. Это слив. Да, здесь есть режим ухода за аккумулятором. Возможно, он у вас не сдохнет за 2-3 года так же быстро, как предположительно сдохнут аккумуляторы, заряжающиеся до сотни за полчаса. Но мало кого это волнует, к сожалению. Косяк номер 5. You're so hot, baby. На самом деле Sony не единственные, кто отличились в этом году горячими штучками. Если вы помните начало года, Xiaomi выпустили смартфон, который перегревался насмерть. Также мне неприятно запомнился Huawei P50 Pro на Kirin, который я недавно тестировал, тем, что он в первые 10 минут затротливал до такой степени, что производительность падала с 300 гигафлопс до сотни. Это просто провал года. Но, когда вы купите Sony,
и у вас будет в руках горячий смартфон. То, что у кого-то там ситуация еще хуже, волновать вас будет в последнюю очередь. У вас будет в руках смартфон, и он будет неприятно горячим. На практике к нагреву еще добавится падение яркости. Это не так страшно, и на самом деле яркость падает на любых смартфонах, когда те перегреваются до какого-то значения. Но тут еще прикол кроется в небольшой тонкости. Sony развязали температурный лимит чипсета и подняли предел с 52 градусов по Цельсию до 62 градусов по Цельсию. А это достаточно. Косяк номер 6. И это камера. В Xperia она далеко не идеальна. Начну с того, что нет возможности переключаться между модулями во время съемки. Я не говорю про дурацкий цифрозум, когда мы наблюдаем эти отвратительные скачки в качестве. Я бы хотел банальный, мгновенный переключатель между модулями, как это делается в кино, с одного фокусное сразу на другое. Но нет, такого нет, нужно останавливать видеосъемку. Да и в принципе 12 мегапикселей это уже по современным меркам достаточно мало. У всех конкурентов байеры, конечно, на них цвет хуже, чем на традиционных сенсорах, поэтому в айфоне и в пикселе до сих пор стоят традиционные 12 мегапиксельные матрицы. Но потому и айфоны, и пиксели, и Sony сливают Huawei по детализации. Все очень просто. Sony, сделайте камеру получше. Косяк номер 7. К этому я прошу отнестись с дополнительным пониманием. У всех свои ожидания, у всех свои требования к смартфону. Так вот, смотрите внимательно. Это вспышка, а это фонарик. Гораздо тусклее, чем вспышка. Теперь смотрим на iPhone. Первое положение, второе положение, третье, четвертое. То есть iPhone позволяет еще и регулировать яркость. И на Sony в лучшем случае примерно одинаково с первым положением на айфоне. Если мы на айфоне увеличим до максимума, это будет гораздо ярче. И на форуме 4PDA очень большое количество людей в теме Sony оставляют жалобы на то, что фонарик тусклый. Еще раз, у всех свои приоритеты, у всех свои ценности. Но это действительно стихийная проблема, и огромное количество людей жалуются на тусклый фонарик в Xperia. Косяк номер 8 адресован даже не какими-то там ненавистниками Sony, а самими фанатами этой фирмы. Где предиктивная съемка в камере? Ее больше нет. Где 960 кадров в секунду слоумо? Его тоже больше нет, оно есть теперь практически у всех, кроме Sony. Где дополненная реальность и прочие классные фишки, с которыми было весело? Все эти классные фишки камеры пропали, их больше нет. Sony от них отказалась. И мне тоже приходится от них отказаться. Спасибо, хоть оставили 3D-сканер. Косяк номер 9. Раз уж речь пошла о том, что Sony забросили, почему сейчас нет соневского альбома? Почему я должен пользоваться вот этим паршивым Google Фото? Я привык к Sony альбому. Также, если вы следите за Sony, вы, наверное, знаете, что Sony отказались в недавнем прошлом от таких замечательных приложений, как Track ID. В приложении музыка Sony больше не скачивает обложки для альбомов и прочие фишки, которые просто перестали работать со временем. Почему? Почему Sony отказывается от своего классного, элитного, индивидуального, эксклюзивного софта в пользу вот этого ширпотреба? Я не понимаю. Косяк 10 и последний. Качество связи. Когда-то давным-давно, когда Sony начали сотрудничество с Ericsson, качество связи было топовым. Также традиционная для Sony черта, что модемы разлочены по всем частотам, по всем бендам. Вы можете взять любую Соньку в любой стране, и все будет везде по всему миру работать. Нет необходимости разлочивать под какую-то определенную страну, как в случае, например, с Google Pixel или со смартфонами LG. Те же самые Samsung заблокированы под разные регионы. С Sony таких проблем нет. И они всегда славились открытостью и работой открытой со всеми операторами по всему миру. Но с недавних пор в России есть какая-то несовместимость магическая с некоторыми операторами. С той же Йотой, с Теле2 есть какие-то проблемы с качеством связи. Раньше только владельцы Exynos'ов, Samsung'ов жаловались на то, что связь нестабильная. Теперь эта участь постигла владельцев Sony в России. Моему уму непостижимо, как до этого докатилась фирма с телекоммуникационным наследием. Также один из недостатков, что нет eSIM. Блин, в LTE тоже не на всех операторах есть. Даже в дешманских Xiaomi ставишь две симки, и на обоих симках будет работать в LTE. У Sony не на всех операторах есть в LTE. Кошмар. Xperia продаете? Пока Дзефая. Красивые. И чтобы вы лично имели возможность разочароваться в Xperia, нужно пройти еще один квест. Найти, где ее таки можно купить.
Это проблема, потому что от анонса до старта продаж зачастую проходит полгода. И это косяк. Так вот, я уверен, что идеальных смартфонов нет. Даже в любимом смартфоне, который вы сейчас держите в руках и смотрите с него YouTube, может быть какой-то неприятный косяк, от которого подгорает. Напишите мне в комментариях, что вас не устраивает в вашем смартфоне. И увидимся в следующем ролике. Пока!